Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Двое на кухне. Сегодня мы с вами будем готовить чизстейк. Это очень простой бутерброд, если вы заказываете его в фастфуде. Но как сделать дома? Чтобы сделать правильный, вам нужна профессиональная мясорезка и очень горячий плоский гриль, чего нет у большинства людей дома. Я покажу вам, как сделать это очень просто, но в любом случае давайте начинать. Нам понадобится из расчета 8 запеченных мини-чизстейков 8 мини-сэндвич-рулетов или хрустящих несладких булочек к обеду, 1 столовая ложка оливкового масла, 400-500 грамм стейка филе, либо это будет свинина, либо это будет говядина, полстакана нарезанного кубиками лука, полстакана нарезанного свежего, либо маринованного перца, полстакана мягкого сливочного сыра, полстакана сыра пармезан или моцарелла, это для начинки, и плюс еще 1 чашка для верха, 1 чайная ложка соли и 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца. Итак, приступим. Берем около 500 грамм стейка, который мы очень щедро приправим с обеих сторон смесью соли, свежемолотого черного перца. Так, ну что, как только кусочки мяса основательно приправлены, мы обжариваем их в небольшом количестве масла на среднем огне. Масло оливковое или растительное, это не важно. Прежде чем положить мясо, убедитесь, что все разогрето до нужной температуры, а это значит, что красивая темно-коричневая корочка гарантирована, которая равна дополнительному вкусу. Я собираюсь приготовить их до полуготовности. Для стейков такого размера это займет около 5-6 минут с каждой стороны. Как только мы перевернем стейк, мы пустим в дело лук, только что нарезанный. Разложим его вокруг стейков, пусть они смягчаются. Ну и еще немного щепотку соли. Ждем, пока вторая сторона приготовится. А затем мы делаем небольшой переворот. И наши стейки оказываются сверху лука. Ждем еще пару минут. Стейки мы убираем на тарелку охладиться. А что у нас сейчас на сковороде? О да, это прекрасный обжаренный лук в мясном соку. Посмотрите на это. Можно было оставить его еще на огне, поготовиться еще подольше, но лично я не хочу, чтобы лук становился слишком мягким и сладким, поэтому я просто выключил огонь и дам ему остыть. Теперь мы можем перейти к подготовке наших роллов, которые для меня будут вот такими. Маленькие, мягкие сэндвич-роллы. Что мы делаем? Возьмем небольшой нож и под углом около 45 градусов попытаемся вырезать что-то вроде клина из верхней части. Уберем немного мякиша, подготовив тем самым хорошую основу для нашей начинки. Сделаем то же самое и для всех остальных булочек. Ну вот, плацдарм готов, и все наши булочки сидят на противне. Заранее поставим разогреться духовку до температуры 220-240 градусов. За это время мясо остыло, и мы можем нарезать его на тонкие кусочки. Но режем не просто как бы, а поперек направления волокон. Затем мы все это перевернем и порежем снова. И у нас получаются кусочки разных размеров, но это никак не повлияет на вкус. А затем бросим все это в миску. После чего мы можем добавить свежие или маринованные болгарские перцы, следом сливочный сыр с кучей свежего тертого пармезана. Присыпем перцем и небольшим количеством соли. Наш теперь уже охлажденный лук и начнем тщательно смешивать до однородной массы. И вот этой смесью мы заполним наши роллы. А сверху добавим еще тертого пармезана. Можно заменить его и моцареллой, кому как нравится. Ну вот, наши роллы готовы заскочить в центр духовки, разогретой до 220 градусов, на 15 минут или около того. В общем, если все пойдет по плану, то пока наш сыр не расплавится, а края роллов не подрумянят. Вот так вот. Но чтобы они выглядели уж совсем аппетитно, украсьте их мелко нарезанным зеленым луком. Я думал, что мы могли бы позволить им остыть немного, прежде чем мы их съедим.
Но этого не случилось. Они выглядели и пахли так здорово, что я не удержался и надкусил один ролл. Вкуснотища! И вам советую. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Если нет, то пишите в комментариях, что вам не понравилось. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите других видео. До встречи!